А ты можешь мне рейтинги сделать как? Сиськи показать. Да. Так, Бантик сняла трусы. Мои с вашими деньгами можно, наверное, Ну сложить. откуда вы знаете, какие у нас деньги? Это просто какой-то не человек, а недоразумение. Секите слюной. Сегодня я веду эту трансляцию с рынка Израиля. Рейтинги делай. Короче, я хотел спрятаться от всех и попробовать. Такие узкие улочки. Шалом, ребята! Мы летим в Израиль почти в пустом самолете. Собрали самых крутых блогеров. Но самое главное, что с нами летит Сергей Доля. Это тот человек, который, можно сказать, мой кумир. Я еще давно, когда сидел в офисе, на обед, как все нормальные люди, читал ЖЖ. И читал Сергея Долю. Кто не знает, обязательно посмотрите, кто он такой. В общем, я вас с ним обязательно познакомлю. Очень интересный человек. Побывал на всех континентах, во всех странах. И забирался туда, куда мне даже и не снилось. Летит очень много интересных людей, с которыми я тоже вас попозже познакомлю. Пока хочу рассказать про обстановку. Никого нет в самолете. И он примерно 400 человек, и я думаю, человек 50, наверное, в самолете. Поэтому нас всех рассадили так, чтобы мы не нарушали баланс судна. Сесть вдвоем нереально. Вот ребята нарушают, они сели вдвоем. И не на своих местах. Борис, привет. Привет, ребята. Давай, рассказывай, Борис, ты чем занимаешься? Я тоже из ЖЖ, но я, наверное, чуть больше остальных приложил руку к организации этого тура. На самом деле началось это все 1,5 года назад, и вот, наконец, мы летим. Следующий. Здесь Олеся, привет. Олесь, привет. Да, привет. Я обычно просто зарабатываю на блогерах. Красава. И здесь тоже собираюсь этим чуть-чуть. Олесь, когда на мне заработаешь? Я на тебе еще, не зарабатывала, только ты палаткой разжился. Сейчас буду вести прямые трансляции. Так, ну еще у нас тут есть девочка вся в тату. Мы ее с Красноштарна забрали, посадили в самолет и... И оставим в Израиле. Так, а что ты не здороваешься с подписчиками? Вот как обычно. Всем приветики и хорошего нам полета. И все? Ну и что, всем хорошего настроения. А ты можешь мне рейтинги сделать как? Сиськи показать. Снимай кофту. У него побольше просто будут. У него? Думаю, да. Серега сидит в игрушки играет. Знакомьтесь, это Сергей Доля. Серег, давай рекламу запусти игры. Игрушка стратегия. Да. Сложная. Серега, я говорю, что ты побывал уже на всех континентах, во всех странах, да? Было дело. Ты прям А что, это дается что-то, какой-то сертификат? Конечно. Серьезно? Конечно, у меня есть медаль. Побывал на всех континентах мира. А как ты ее получил? А я написал в интернете, что я побывал на всех континентах мира, тебе дали? и мне сразу прислали. И сколько ты потратил на поездки времени? Не спрашиваю денег. Ну, уже лет 8, наверное. 8 лет, да? Так, и самый интересный вопрос. Где тебе прям вот душа лежит, прям вот понравилось больше? Очень Можно? люблю Исландию. Исландия. Исландия, Норвегия, вот северные страны. Я не был Африку очень люблю. Не был ни в Исландии, ни в Норвегии, ни в Арктике. Увидел какие-то, не знаю, как это называется, в общем, сейчас Шимон вам сам все объяснит. Такие коробочки, это для чего вообще? Вот такие есть у нас коробочки, сейчас я покажу. Это каждый еврей. А евреем по еврейскому закону считается, даже если у него по материнской линии бабушка еврейка, бабушка его мама, то он тоже еврей. То он должен делать 613 заповедей. И среди этих 613 заповедей есть 2 заповеди, которые связаны, называются тфилин. Да, вот это такая коробочка, она, вот это защитный, снимаем. Эта коробочка, она из кожи, хотя так с виду не скажешь. В ней есть основные вещи, которые связаны с верой евреев, вообще с верой Творца. Как его применяют? То есть он надевается на голову, да, и на руку? Он надевается на голову и на руку, да, потому что 2 заповеди, есть ручной тфилин и есть головной тфилин. И очень важно, так как Рэбе сказал, что заповедь, она влечет за собой другую заповедь, то очень важно, что еврей, который, может быть, он даже не знает, что он еврей, или он еще не соблюдает пока заповедь, то когда он сделает эту, так он сделает и другие, и будет без рата шем соблюдать субботу, в общем, как-то так. Можно вам такой вопрос задать? Я не знаю, вообще корректно такие вопросы, некорректно, но я думаю, что... Если некорректно, я просто не отвечу. Да, можете не отвечать. Почему такой
как это сказать, деспот, как Гитлер, уничтожал массово евреев. То есть с чем это было связано? Я читал, что его в детстве обижали они. Это правда или, то есть, ну, Мне кажется, есть какая-то вообще история? То есть вам об этом что-то рассказывали, может быть, когда вы учились? Я скажу, что очень просто. Рэба говорит, что такие трагедии нельзя их объяснять, им объяснить. Ага. То есть почему именно евреи? Если кто-то хочет узнать, то ему нужно, наверное, принестись назад и спросить. Но у вас нет никакой версии, да, то есть своей? Это не так важно. Я просто очень много про войну изучаю, мне очень интересен этот вопрос, и в том числе про Гитлера. То есть, хотя он и был, ну, грубо говоря, там, не грубо говоря, он был уродом, да, но при этом его слушались очень многие люди. И мне вот было интересно именно изучить его как личность. Потому что, на самом деле, мы видим вопрос, мы не понимаем, почему и что произошло, но мы видим какие уроки. Да, мы видим, что несмотря на то, что Германия, да, несмотря на то, что она поставила в Первой мировой войне, ну и так далее, это была культурнейшая нация. Да? Культурнейшая нация, никто ничего не может сказать. Да, и... Она была очень развита. Что мы видим? Мы видим, что есть мораль, которую дает нам Всевышний. Да? Вот это, да, для евреев это же их 613 заповедей, для евреев это их 7 заповедей, да, которые очень важно соблюдать. Когда человеку начинает казаться, что он может сам себе придумать, то он тогда может так... Известный альбом, правда же, да? Известные альбомы, в которых у человека там рядом были его дети, да, а другое, не дай бог, он там фотографировался на фоне, всем известно, там, да, концлагеря и так далее. Как это уживалось у человека? Потому что он сам себе мораль, да? Когда человек сам себе мораль, то получается вот... Понятно. Мне так кажется. Вот так, ребята, начинается наше знакомство с культурой. Не знаю, что будет дальше, но уже интересно. Вообще, ребята говорят, что это один из самых больших duty-free в мире. Представляете? Сейчас посмотрим. Удивительно, что нас встречает пиво в аэропорту. Стена из пива. В Израиле есть стена плача и стена пива. Окей. В общем, ребята, кто говорил, что очень долго проходит контроль, вы нас обманули. На самом деле, несколько секунд буквально, и даже печать нам не поставили. Сделали вот такие карточки. Но их нельзя терять. При вылете надо будет сдать. Опа. Очень хорошая, кстати, погода. Хотя говорят, что сегодня была буря. И самый суровый день зимы как раз именно сегодня. Кайфово, градусов 18-20 по ощущениям. Ветерок есть, конечно, небольшой. В общем, ребят, приехали в отель. Милый отельчик. До моря. Пол км, наверное. Winter is coming. Оп. Вот такой номерок. Welcome. Так. Балкончик. Вид, конечно, унылый. Чистенько, уютно. Все. Сейчас моемся, покупаем жесткий диск, карту. Я случайно удалил материал. Сейчас попробуем восстановить его. Ой, аж переливается. Практически штормовая погода. Летят брызги соленые. Ой, надо валить. Объектив сейчас будет весь в воде. В общем, сильный ветер. Мы пришли на набережную. Погода, конечно, лучше, чем в Москве. В Москве сейчас снег, минус 12 сегодня утром было. В общем, парни, сейчас будем есть фалафель с курицей, но он называется не фалафель, а как-то по-другому. Вот так выглядит, огромный просто. Короче, я хотел спрятаться от всех и попробовать. Тихо-тихо, только смотри, что не валилось ничего. Огонь? Ты типа местная шаверма? Зожили, давай. Да, местная шаверма. Неплохо.
Ну, в принципе, ничего необычного. Курица и свежий этот. Свежий салат, помидоры, огурцы. Приятного аппетита. В общем, ребята, мы приехали на набережную. Сейчас будем кататься на сегвеях. И я хочу сделать вот так. Там фотку. Им пофигу вообще. Им на нас пофигу. Собственно говоря, сегвеи, я на них уже катался, поэтому, в принципе, не испытываю какого-то там неудобства или страха. Достаточно безопасное занятие, но все равно заставили подлокотники одеть. Вообще не характерная для Тель-Авива погода. Мы сейчас находимся на пляже Fisherman Beach, пляж рыбаков. Здесь очень красиво. Смотрите, люди катаются на кайте, при этом улетают метров, наверное, на 20 в высоту. Как они себе там ничего не ломают, не понимаю. Вообще экстремалы. Довольно скучное занятие, особенно когда много народу. Но при этом не устаешь. Привет. Смотрите, у меня в Тель-Авиве есть подписчики. Привет. Тебя как зовут? Все, крутой канал. Отлично. А чем здесь занимаешься? В армии до воскресенья. В армию? Да. Нифига себе. Ты родом отсюда, да? С Украины. Очень много на русском языке говорит. Процентов, наверное, не знаю, больше половины. Ну, по крайней мере, вот здесь, где пляжная зона. Ну, конечно же, сейчас не сезон. Сюда надо приезжать, когда жара. Хотя, когда сильная жара, тоже достопримечательности тяжело смотреть. Это сзади меня стукаются яхты от ветра. Ой, начался дождик. А вот там у них бассейн. Яхты, бассейны. Красота. Ну что я вам скажу, ребят. Удовольствие классное, но не в такую, наверное, погоду. То есть лучше, конечно, чтобы было более тепло. Ветер, холодный очень ветер, порывистый. Я вообще не представляю, как там ребята на кайтах катаются, потому что такой ветер нереально контролировать. И мне кажется, это очень травмоопасно. Смотрите, как интересно пострижены пальмы. Первый раз такое вижу. Обычно доверху обстригают, а здесь сделали по-своему. Ой, птички поют. Рейтинги делай. Давай не выпендривайся, а еще в столб едет. В общем, ребята, в жизни не догадаетесь, где я сейчас нахожусь. А нахожусь я в топ-10 ресторанов Тель-Авива. Там действительно была такая табличка. Ребята решили нам показать колорит, поэтому мы сидим практически на рынке. Там готовят еду. Да, вот там готовят еду, и нам сейчас принесут арак. Мы сейчас будем вкушать анисовые водки. Ты должен сказать всем привет. Всем привет, я Олеся Облачная, это канал Александра Кондрашова. Смотрите, и сегодня я веду эту трансляцию. Теките слюной, сегодня я веду эту трансляцию с рынка Израиля, Тель-Авива, и мы будем сейчас пить арак. Это анисовая водка с грейпфрутовым соком. Ребят, сейчас вам покажу, что здесь творится в декабре. Обычно здесь... О, нифига себе. Смотри, какая жизнь.
Валя, можешь выйти на улицу 5 минут за 5000 простоять? 5000 чего? Рублей. Нет, это слишком мало. 10. Блядь, мне за рекламу 30 тысяч раз дороже, блядь. 15. Нет, давай за полтос. Ребят, принесли нам фалафель. Ну что? С Нормально? хумусом, по-моему. А? С чем? С хумусом, это сверху хумус, по-моему. Вкусно? Я люблю. Я вообще люблю фалафель. Это бобовая такая штука. Смотри, он зеленый внутри. Шалом, ребятки. Мы только проснулись, позавтракали. Мы едем кататься на А это велосипедах. ты еще вчера не пил. Это вообще очень глупое занятие, потому что ветер ураганный. Ночью даже спать было нереально. Вчера Серега помогал Вале, бантику бою, и навернулся из-за этого сегвея. Сегодня он уехал в больницу, потому что он, походу, руку себе раздолбал, да. А я хотела спросить, где Сережа? Ты убил его вчера. Просто бантик, она такая, ей вообще на всех пофигу, ей по барабану, что здесь 7 человек. Она едет по своим, фоткается и вообще. То есть у нас есть маршрут, есть там, что мы должны ехать за определенным человеком. Нас привезли в спортзал и бассейн. Помните, вчера мы на сегвеях катались? И вот этот комплекс там, что-то... О, девчонки, вот эта тема. Все, остаемся здесь. Будем танцевать. В общем, ребята, решили поехать в Яффу из-за того, что плохая погода. И, честно говоря, у нас не особо много времени. Конечно, хотели позаниматься, поплавать в бассейне, но там штормовой ветер, сами видели, носит просто. Поэтому все планы поменялись, едем в Яффу, сейчас погуляем. Это исторический райончик такой, историческая часть города. Ехать 15 минут. И самое веселое место это вот здесь. Мы приехали в Яффу, и ветер здесь не закончился. И мы зашли, вот здесь продают драгоценности. Я сразу спросил, что здесь самое дорогое. Сказали, что вот этот канделябр, позолота, также золото с серебром. Вот, например. Кстати, заметьте, никакой сигнализации, никакой системы безопасности. Кстати, заметьте, о чем Соня сразу подумала, зайдя сюда. Показали браслет за 2000 долларов. Где? Вот я покажу. Мастерская и музей. Браслет. Ух ты. Это, в принципе, оно вообще особо не Короче, Сонь, давай. Это еще круче контент. Пойдем в воркшоп и посмотрим, как же все-таки делают драгоценности. Hello. Такой. Кот, Корова. привет. Вот самое интересное, что здесь пока нашли. Он мертвый. Так, что ли, все. Такие узкие улочки. Кто? Мандариновое дерево. А где мандарины? Нету мандарин. Мандарины, потому что на улице растет, наверное, съели. Сожрали. Ребята, идем в галерею Фрэнка Мейслера. Самый известный скульптор. Ой, круто. Ребята! Очень круто. Москва. Можно здесь открывать. Это Марк Шагал.
Вы открываете пиджачок, что вы здесь видите. В скульптурках вы делаете слепок. Все, что выходит из склепка, это поли. Помните, был такой песня «Кони привередливые», помните? Да. Офигеть. Очень круто сделано. Обалденно. Вот, как я и говорила, используют вас плавать серебро и золото. А сколько стоит такая скульптура? Мне кажется, здесь Мне есть что спеть. Мне есть что спеть, представь. $20 000 он стоит. И Вот эта штука стоит $20 000. Я думаю, что надо брать. Мне есть что спеть, представь перед Всевышним. Охотник. Рыбак. Слушайте, ну прикольный подарок. Непонятно, почему он стоит так дорого. Покер. В голове золотая девушка голая сидит, и он играет в покер. Самое дорогое это специализированный заказ. Заказ может быть 700 000 $. Ребята, эти брелки стоят по $100. Погода, нам, конечно, нифига не повезло. Я даже не знаю, слышно что-то на микрофон или нет. Если слышно, микрофон крутой. Ребята, я сейчас нахожусь на улице Скорпиона. Я же Скорпион. Господи, главное не упасть. Очень прикольно. Но при этом очень маленькая улочка. Здесь есть рабочий стол, где все это происходит. Все в нашей галерее сделано в одной технике, она называется миллифиори. Все цветное, то, что вы видите внутри украшений или на столе, это сделано вручную. И, конечно, не все знают, что такое миллифиори. Я с удовольствием вам покажу. У нас есть маленький видеоролик, в течение минутки можно посмотреть. Материал называется полимерная глина. Это вот уровень моря. Мы сейчас находимся. Видите, насколько ниже это озеро находится. Ниже всего находится Мертвое море, а на втором месте идет это озеро. Ребят, мы приехали на место встречи рыбаков. Здесь раньше была рыбацкая деревня, сейчас построили из бывшего склада вот такой вот ангар, кафе, в котором 2 раза в неделю собираются рыбаки. Общаются, приезжают к ним звезды всякие, поют. И в этом озере очень много рыбы всевозможной. Сейчас я пойду попробую на пирс вам показать. Здесь есть карпы, теляпия, амуры, толстолоб. Все запущено, в принципе, искусственно сюда. Мужик, который рассказывал, он занимается профессионально карповой ловлей. И когда я ему сейчас показал подстреленного амура, я ему сказал, я не могу на это даже смотреть, потому что мне жалко, что вы маточное потомство убиваете. Я ему говорю, как мы можем убивать маточное потомство, если крупная рыба, она уже не рестится, она переваривает икру в жир. Они говорят, нет, мы видим все равно, как большие, там, под 15 килограмм амуры, сазаны трутся у кустов, пытаются не реститься. На самом деле, мне кажется, это какой-то бред, потому что, когда мы стреляем рыбу от 20 килограмм, у нее четко видно, что икра перерабатывается в жир, то есть она даже становится такого цвета. Мы сейчас приехали на место крещения Христа. Это река Иордан, там, где она впадает в озеро или вытекает из озера. По-моему, впадает. Значит, во-первых, я вас приветствую. Во-вторых, вы поняли, что зовут меня Ида. И в нашем кибуце есть вот это уникальное место, которое называется Ярденит. Вот этот весь комплекс у нас состоит, кибуц построил его, начал 20 лет назад. На том месте, где по истории происходили все события, о которых я не буду углубляться,
историю, потому что я надеюсь, что ваш гид вам рассказал, но традиционно вот все годы, которые существует вот река Иордан, которая вытекает из озера Кинерет, на это место приходили люди, которые совершали омовение, крещение в том месте, где начиналась вся история крещения. Можно прийти, набрать воду. В основном люди приходят, набирают воду. А теперь вопрос, почему набирают воду? По одной причине, когда произошел вот этот североафриканский разлом, то на дне озера Кинерет и на дне нашей вот этой речки Иордан, где мы находимся, были обнаружены элементы серебра. И вот эти элементы серебра, насколько мы помним физику из школы, делают эту воду святой. То есть, если вы возьмете бутылочку, у нас люди это делают, окунаются, совершают омовение. Вот видите, процесс здесь сфотографирован. Что-то я не помню, чтобы на уроках физики нам говорили, что если в воду положить серебро, то оно становится святой. Ну, вообще-то, оно святой, но она очищает. Она воду. очищает. Вы, наверное, в советское время. Вообще-то это была химия, начнем с этого. И во-вторых, она не святой становится, а убиваются все бактерии. Кстати, почему? Ионизируется. А святая это уже что-то с религией, на физике точно поняла, не но я хочу было вам сказать, связано. что все священники клали серебряную ложечку, допустим, или Да, это серебро. нет, это понятно для Всё. чего, но причем здесь физика и религия. Кибуц это был человек раньше, в честь него назвали? Кибуц? Нет, кибуц. В Или это переводе с поселение? иврита называется группа, квуца. То есть это была это группа первоначально группа людей, которая была объединена одной общей идеей. Ну так, все. Судя по выражению лица, Короче, вот река Иордан, вот здесь вот по одной из версий крестили Христа, и Валя, наверное, Вот пойдет как сейчас обычно, туда все купаться. стоят со стороны, смотрят, Лунтик, давай, тебя всё. грехов столько, что тебе тут на Давай, полностью. давай, ныряй уже. А я самая молодец, иду бесстрашная. Бесстрашная, ты у нас самый зожница. Там мы нет уже дна. видели. Но Подожди, а я почему ты в жизнь. одежде идешь? Лунтик, давай. Я пробую пока. Рыбки, иди сюда. Ой, я не смогу. Так, а зачем мне тогда купальник? Так, Бантик сняла трусы. нет, купальник, потому что эта рубаха просвечивает. Так, ну, в этом- Бантик, ты можешь в этом пойти вся переодеться как фишка. человек нормально? Тут я говорю сейчас, Да, потому что это, разуверу. Русские покупают эти рубахи и как бы раздеваются полностью, никто не говорит. И потом такой... Ты просто какой-то не человек, а недоразумение. Есть особо... Не, я не Это про то, что я. это типа... Давай, Бантик, залазь. Так, А ты сейчас, я тебе придется утопить в этом священном месте. Вот смотри, Серега знает, где рейсинг. На заставку, да? Ну что-то у нее не очень. Вода ж ледяная, не? Ну, ну, а что делать? она не ледяная, думаю, Господь но одобряет. не больше Погнали 20, вместе, не 20, хочу. 21, может быть, не больше. Пойдем, конечно. Вот сейчас... Я пошутила. Только я если пошла. будете плавать направо, не налево, направо. Почему? Потому что налево идет у них проповедь, А и чего в них такого? идет Давайте крещение. я туда Они сейчас будут проходить крещение. Покрещу всех. Давай, иди. Если они видят полуобнаженных девушек, батюшке может случиться. А я бантик инфаркт. бой, я Всё. бой, я не бью. Да, Бантик, если тебя батюшка увидит, он... Церемония может сорваться при Блин, полуголых а как дамах. я вот... Так, подожди, так ты Отвали. с камерой идешь? Я Дай кому-то хочу из камеру. камеры и Что без... ты не утопила камеру? Возьми мою, она водонепроницаемая. Тебя вода не проницаемая? Да, у него GoPro. Она Я думал, снимает, что это кстати. вода. Я тебя сниму так же. Пожалуйста. Что делает бантик бой в декабре? Идет купаться. Только направо, направо. Сейчас я себе заморажу пить. Проплыви немного, ты согреешься. Об этом не думай. А я не думаю. Потому что вообще не холодно. Вообще не холодно. Вот же вообще. Вот, вы видите? Комментирует. О, тут какой-то мягкости какие-то. Люди предлагают скормить вас крокодилом. Ладно. 3 раза, да? Да. Только я без головы. Куда пропустить? Возьми это вот, я ее попытаюсь спросить. То, что они делают сейчас, раздеваются, тоже неправильно. Поэтому мы делаем раздевалки, люди приходят, раздеваются. То есть место святое должно быть... сюда приезжают священники. И они нам, в принципе, они рассказывают, как положено. Когда человек окунается, чтобы он прочитал вот этот... Это Евангелие от Матфея. Это Евангелие... простите, от Марка.
Это Евангелие от Марка, кусочек Евангелия от Марка, который нужно который почитать обязательно. перед И у нас здесь есть на 102 языка, здесь, да, все языки мира, которые только возможны, мы видите вот на протяжении всего. А на арамейском есть? Да. Да. Да? В самом начале. В самом начале? Скажите, а процесс вообще крещения, это сколько по времени занимает? Это надо заранее договариваться. Вот как да. Значит, как это? Рассказываю. Сколько стоит еще? Ну, если это платно. Значит, смотрите, священник русскоязычный, англоговорящий, ивритоговорящий, на многих языках говорящий, он по моему звонку, если, допустим, я вам дам сейчас свои визитные карточки, если кто-то хочет это сделать, можно позвонить мне, я договариваюсь с ним на определенный день, когда у него нет службы в его храме, он приезжает сюда, иногда он приезжает с теми своими прихожанами, которых он должен крестить, то есть это зависит от... И он говорит, что он денег не берет. То есть он говорит, если хотите, пожертвуйте на церковь. Ну сколько обычно жертвуют? Ну, я не знаю, смотрите, доллар, есть, 10 долларов, 100 долларов, есть, 1000 долларов, миллион. То, что я видела, я в это не вмешиваюсь, но я видела, миллионов не такого, таких сумм у нас нет здесь. Хотя люди есть миллионеры, которые делают здесь такие покупки, что вам нести. Мои с вашими деньгами можно, наверное, сложить. Ну, откуда вы знаете, какие у нас деньги? Ну, я так думаю, что у вас... Ну, откуда вы знаете? Вы не вы владеете Ламборджини. Владею. Потому что у нас... ну, на здоровье вам, я за вас очень рада. Да, а можно еще такой вопрос? Вот, допустим, я не был крещен, хочу пройти крещение. А где это лучше всего сделать? Здесь или в Иерусалиме? Или не имеет значения? В Иерусалиме это очень дорого стоит. Да, деньги не имеют значения. Я не знаю, но говорят, вы можете позвонить в Иерусалимскую миссию. Нет, с точки зрения веры, где это сделать лучше? Это от вас зависит. Где, какой храм крещение вы хотите выбрать для того, чтобы... Есть многие, которые крестятся у нас, они читают нас на Святой реке Иордан. Это считается, так сказать, здорово. Виллы. 22? Да, 22. Мне 21. Имаото שלנו. Хорошо, проведем. כן, זהו, בגלל זה אמרתי, כשסגרתי את זה עם המשרד, הסברתי להם שלא צריך להוריד ציוד מהרכב. אז תקשיב מה נעשה. Какие кабаны здесь есть, газели здесь есть. Здесь карта, как добраться. Ключ. Мы вот здесь, и надо сюда идти. А ты можешь взять, итак, смотри, мы вот здесь, а нам нужно вот сюда. Заехали в горы. Здесь ферма какая-то. Сейчас очень посмотрим. Ух ты. Вот это круто. Сейчас, ребят, все покажу. Офигенные дома. С камином. Вау. Вот это да. Какая кровать крутая. Ванная внутри. Охеренно. И здесь вид на озеро. Ребят, ну сегодня ничего не видно. Я думаю, с утра увидите. Надо разжечь. Для рожи, наверное. Дрова сырые. Жесть, конечно. О, хорошо, Гарри. С видом на... Сейчас, свет выключу. Покажу вам. Это все город. Вот такие замечательные домики. Так, мы собираемся идти на ужин. Здесь лобби находится очень далеко. Поэтому собираемся группой и идем. Здравствуйте. Пипец вас тут воняет. Угарным газом, да? Серег, ты что сделал? Я Сережа, камин. он жжет. Что ты? Камин сейчас заложил дровами. Когда придем, у меня будет тепло. Не, он сейчас разгорится, погоди. Надо заслонки. Какой?
Уютный домашний ресторанчик такой. Красота вообще, да. Ребят, сразу видно, насколько крутые здесь стейки. Смотрите. В общем, ребят, это прошутто из баранины. Ни разу такого не пробовал. Но я очень люблю парму, прошутто и хамон, поэтому, надеюсь, это зайдет. Вкусно. Но пахнет бараном. В общем, ребята, все едят стейки. Причем Бантик почему-то взяла с кровью себе. Ты любишь с кровью? Медиум я взяла. Ну, чуть-чуть, совсем капельку. Ну, я тоже. У меня баранина очень вкусная. Немножко тоже с кровью. Здесь у нас рыба. А можно мне тоже перчик и соль? Остальные все едят тоже рибай. А с костью кто-то ест? Не, у меня филе миньон. А, у всех с костью, да? У меня филе миньон, но я уже почти съел. Вкусное? Да, мясо здесь прям 10 баллов.